Приветствуем вас на канале Раисы Горяченко, дача, сад, огород, цветы мира и добра вам. И благодатной погоды. Сегодня мы рассмотрим агрогороскоп садовода на июнь месяц 2022 года, киевское время. Начинается месяц именно с того периода, когда Луна перейдет из знака Близнецы в знак Рак в 8:50 утра 1 июня. И это еще время будет Гекаты, потому что новолуние 30 мая произошло. И, естественно, до 14:30 будет время черной луны. И только 1 июня после 14:30, а лучше после 15 часов, можно уже серьезно заниматься различными делами. Но эти дела связаны у нас с поливами, с подкормочками. Вот сейчас очень хорошо можно проводить прививки, а также нужно обязательно профилактические обработки против вредителей болезней. В раке проводим биопрепаратами, настоями трав. Исключаем химические фунгициды. И это мы делаем 2, кроме 1, и 3. 3 вечером в 21:39 Луна перейдет в знак Лев. Ну, хочу сразу же, я неспроста начинала вот так вот весь агрогороскоп, сказать, что обрезки в начале месяца на растущей Луне не проводим. Если здесь был бы период, вот первые дни, знаки или знак Земли, знак стихии воздуха, огня, можно было бы допустить обрезки. Но, к сожалению, обрезку не проводим, и зеленые операции в знаке Рак. Итак, 1, 2, 3 никаких обрезок не проводим, и зеленые операции тоже исключаем. Зато уже 4 и 5, вот здесь 2 дня до момента полнолуния, можно выбрать вот эти дни для зеленых операций. И все. Здесь же можно провести и прививки. Актуальны профилактические обработки растений биопрепаратами, а также настоями трав. И в это время поливы бесполезны, подкормки даже опасны. И листья сжигаются, и корни. Поэтому, пожалуйста, учтите эту информацию. Затем идет период Девы. Это будет у нас 6, 7 и 8 до 18 часов 24 минут, когда Луна перейдет в знак Весы. Но у нас выпадает один день, стрессовая ситуация, переход Луны из 1 во 2 фазу. Поэтому 7 июня выпадает из работ, связанных вот с чем мы можем, что можно делать. Вот 6 исключается 7. Что сделаем? 6. А мы можем черенки нарезать, укоренять череночки, делать отводки, кстати, очень хорошо, проводить посадку саженцев декоративных, цветочных, различных растений. Это Дева, это цветы, это красота. Но здесь должна быть закрытая корневая система. Это июнь месяц. Прекрасно. 6, кстати, 7 пройдут поливы. И 8 только утром поливы желательно до обеда провести, чтобы до момента перехода Луны в знак Весы, а это 18:24, и отнимаем 6 часов, вот этот момент перехода, постарайтесь до обеда поливы хорошо провести. Подкормки, естественно, уже здесь не проводятся 8, но черенки можно еще нарезать и укоренять, и высаживать саженцы вот этих прекрасных растений, которые украшают наш сад, декоративные, цветочные. Это что касается вот этих 3 дней, когда Луна будет находиться, причем растущая Луна в знаке Дева. Ну а вечером уже Луна будет в знаке Весы, и здесь она будет 9 и 10, а значит в это время нельзя поливать. Напоминаю, хотя у нас есть отдельный календарь, но так как вы просите, чтобы все в одном было месте для садоводов, пожалуйста, такая подсказка. Что можно делать также в весах? Если вы еще не высадили закрытой корневой системой в ведре, в каком-то контейнере, большом горшке, не высадили саженцы садовых растений, высаживайте с закрытой корневой системой. Напоминаю, это закрытая корневая система, растение растет в какой-то емкости. Также здесь актуальны профилактические обработки растений биопрепаратами. Исключайте в знаке Весы
химические фунгициды. Ночью в 23:42 Луна перейдет из знака Весы в знак Скорпион и будет здесь находиться уже 12 и 13. Но здесь у нас идет срез, и этот срез связан с тем, что у нас полнолуние будет 14 и сожженный путь полнолуния начинается 12 с 14 часов 53 минут. Что мы можем сделать 11 и 12? Ну, в первую очередь это поливы, а поливы можно проводить до вечера и вечером еще 12, 11 круглосуточно. Подкормки, пожалуйста, учтите только 50%, которые рекомендуются по инструкции. Далее полнолуние. Очень сильная энергетика космическая дается растениям, и оно не может принять и переработать всю ту энергию питательных веществ, которые мы отдаем, если вот много заливать. Будьте внимательны, не подкармливайте по листу, под корень. В это время берите только до 50% или 50%. Нельзя в это время обрезать растения, ну, естественно, высаживать саженцы, и нельзя использовать химические препараты. Ну, вот он такой у нас сожженный путь полнолуния, он будет находиться в знаке Стрелец с 13, 14, 15 уже в знаке Козерог. В Стрельце поливы бесполезны, никаких подкормок, обработок. Ну вот в Козероге можно только поливы 15, это сожженный путь полнолуния, и завершится сожженный путь полнолуния 16 июня в 14 часов 53 минуты. Вот с этого момента, вот с 15 часов и до 20 часов 30 минут можно очень много сделать, потому что Козерог замечательное время для черенкования, для укоренения черенков, для того, чтобы высадить саженцы садовых любых растений, но с закрытой корневой системой. И в это время очень хорошо проводить поливы в Козероге, дни корня. Но подкормки, это сожженный путь полнолуния только позади, пока не проводим. Идем дальше. 17 и 18 это очень такой сложный период, когда Луна находится в знаке Водолей. Начинается этот период 17 с 0 часов 45 минут и завершится аж 19 в 2 часа ночи и 1 минута. Но далее там знак Рыбы. Что по Водолею? Здесь можно начинать проводить зеленые операции. Слишком рядом еще сожженный путь полнолуния, поэтому еще обрезку кардинально не проводим, даже санитарную. Вот зеленые операции можно частично уже проводить в Водолее, если есть в этом острая необходимость. Если нет, чуть-чуть позже, буквально через пару дней, можно будет уже кардинально заняться садовыми обрезками. И сейчас мы рассмотрим это время. А также в Водолее можно проводить профилактические обработки против вредителей болезней. Исключайте химию. Рыбы. Вот у нас 19 и 20 и 21 июня до 6 часов 38 минут. Вот этот период убывающей Луны в знаке Рыбы. Нельзя обрезать садовые растения. Знак стихии воды, независимо от того, убывающая или растущая Луна, опасны обрезки. Инфекции очень быстро проникают в растения. Здесь актуальны поливы и подкормки. Подкормки уже можно проводить по полной инструкции. 21-го я его пропускаю, потому что это день летнего солнцестояния, очень серьезный, очень сложный день для Земли, для нашей Вселенной, для Солнечной системы. Очень сложный, потому что это такой важный день, космический день, день летнего солнцестояния. Ну, о нем можно говорить отдельно. Поэтому делайте своеобразный выходной. И тем более, что, вот смотрите, еще и переход будет Луны из 3-й в 4-ю фазу. Так что это стрессовая ситуация в несколько раз больше, чем обычно бывает при переходе Луны из фазы в фазу. Вот такой очень серьезный день, 21 июня. Ну что, мы его рассмотрели, может быть, дополнительно еще о нем будем говорить, но давайте идем дальше. Наконец-то начинается время обрезки. Это тот момент, когда можно уже
обрезать растения, нужные ветки удалять. Здесь и зеленые операции, и уже зрелые, одревесневшие ветки. Здесь любые обрезки садовых растений прекрасно. Зеленые операции тоже замечательно. И прививки можно проводить 22 и 23. И продолжается и 24, и смотрите сразу же и 25. Вот что можно делать, вернемся к знаку Телец, это будет 23 июня, переход в знак Телец будет в 14:59, после обеденного перерыва, так называемого. Но что можно после 15, а лучше 16 часов сделать в Тельце? Естественно, черенки, укоренение черенков, а также посадка различных саженцев, но с закрытой корневой системой. Кстати, это очень становится популярным видом выращивания саженцев и очень удобно в любое время их просто перевалку такую своеобразную делать, посадку на постоянное место. Вот это можно сделать, можно прививки сделать, а также поливы, подкормки и обработки. И зеленые, кстати, операции очень хорошо сделать вот 23, 24 и 25. Смотрите, снова же стрелочки, снова же обрезка. А обрезка у нас будет 25 и 26 и 27. Будьте внимательны, 27 завершаем. Я уже пересматривала и расположение планет. 28 здесь переход Луны из Близнецов в знак Рак. Здесь лучше не резать никакие части растений, даже зеленые операции нельзя делать. Завершайте, пожалуйста, 27-го все обрезки, зеленые операции в саду. И это будет хорошо для ваших растений. Ну и завершится месяц, естественно, новолунием, временем черной луны, Гекаты. Это будет период 28 с 14 часов 55 минут. Переход убывающей луны в знак Рак, далее само новолуние в Раке и выход из новолуния Гекаты, это 30 июня. А теперь время сделать скрин. Итак, у нас агрогороскоп садовода на июнь 2022 года. Еще раз обратите внимание на стрелочки. Это время, когда можно будет обрезать садовые растения, все виды обрезок. Авторы канала Раиса Греченко и Александр Волик прощаются с вами. Мы искренне вам желаем крепкого здоровья, мира вашему дому и вам прекрасного урожая в ваших райских садах. Ну и как всегда, до новых встреч на нашем канале.